Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Значит, очередное видео. В прошлый раз мы нерестили с вами красных данио. Сегодня буду пробовать нерестить зеленых. Вот есть у меня такие зеленые более яркие, а есть чуть потемнее зеленые. Но я тоже думаю, поставлю два нерестовика. В один отсадим светлых, а в другой темных. И посмотрим, какой будет результат. Значит, нерестовики пока пустые стоят. Я сейчас в них налью воду. Ну, уже сейчас вечер у нас, да. И поставлю ее, пускай она до завтрашнего дня аэрируется. Ну, практически сутки, да. И потом мы отсюда отберем наших производителей зелененьких. И, конечно же, отсадим их на нерест. И будем смотреть, какой результат. Такой, как у красных. Или лучше, или хуже. Ну, это уже будет видно через 2 дня. Итак, воду я залил. Бросил на дно сеточку. Ну, для чего бросил? Чтобы она чуть намокла, да, хотя она и пластиковая. Ну, по крайней мере, чтобы на ней потом завтра бульбашки такие не выступали. И поставил обогреватели. Но я их еще не включал. А завтра утром включу, поставлю уже сетку нормально, включу обогреватели. И до вечера водичка еще поаэрируется. И потом вечером мы с вами отсадим наших производителей. Значит, воды здесь всего 5 литров. Получается 3 литра осмоса и 2 литра обычной водопроводной воды. Ну, получается 40% воды обычной и 60% осмоса. Посмотрим, какой будет нерест, как оплодотворится у нас икра. Также хочу сказать, что эти рыбки в этом большом аквариуме уже нерестились. То есть бывает у них раз в неделю, они там собираются в одном из углов. И там что-то там гоняют. Ну, видно, как нерест вроде бы происходит. Ну, а отдельно я их еще не отсаживал. Вот отсадим и на это посмотрим, что получится, когда они будут сидеть в нерестовике. Какой будет результат. Итак, друзья, прошли сутки, как мы поставили наши нерестовики для прогрева воды и аэрации. Вот рыбки, смотрите, уже готовы к тому, чтобы их поймать и отсадить на нерест. И сейчас с вами мы это сделаем. Вот эти два нерестовика, которые мы вчера подготовили. Я утром сегодня поставил обогреватель. Вот, сеточки поставил. Значит, вода в нерестовиках я померил 26-27 градусов. То есть водичка приемлемая для нереста наших данио. Сейчас мы поймаем зеленых и сюда их посадим. Как я и говорил, у нас зеленые есть чуть светлые такие, и есть чуть темные. Вот в эти два разных нерестовика мы их посадим, попробуем по цветам. Светленьких отдельно, а те, которые потемнее, отдельно. Итак, смотрим, какие у нас производители отобраны для этого нереста. Значит, в левом нерестовике, по-моему, 2 самочки и 3 самца. Либо 1 самочка и 4. Как там одна такая непонятная, она какая-то худенькая. Вот. И в правом нерестовике тоже вот такая компания. 1 самка. И, по-моему, вот 1 самец уже под сетку залез. Вон, видите, там уже плавает вдалеке. Надо его оттуда срочно вытащить. И вот такая компания будет завтра у нас нереститься. Посмотрим, какой они нам покажут результат. Ну и как по нашей традиции, если они в один день не нерестятся, ну вернее в одну ночь, значит оставим их еще на 2 сутки. Хочу сказать, что вчера я их не кормил особо. Дал им немножко аулофоруса. По чуть-чуть. Ну, думаю, какой-то стимул у них для нереста должен быть. Итак, друзья, ну что. Прошла у нас ночь. Вот наши производители. Смотрите, здесь вот слева в нерестовике он под низ одна проскочила. 1 самец мелкий. А и здесь проскочил. Ну там можно видеть, на дне там есть икринки. Сейчас мы их всех выловим и на них посмотрим.
Итак, друзья, зеленых я производителей отсадил. Значит, смотрите, вот икра. Вот, смотрите. Вот впереди, вот справа. Там ее так достаточно нормальное количество, я думаю, штук 150-200 точно есть. И в этом нерестовике, смотрите, вот икринки, прямо можно видеть их. Справа. Ну, не очень много их, но они есть и все хорошие. То есть плохой икры нет. Я, конечно, их перелью в один аквариум, и мы будем их инкубировать. Посмотрим, что с этого получится. Итак, друзья, прошло 5 дней от момента нереста. Как наши зеленые рыбки нерестились. Значит, вот слева здесь было очень много икры, да, как вы помните. Ну, есть здесь немножко и малька. Но совершенно не столько, сколько хотелось бы. Потому что, как я говорил, икринок там было так нормально, штук 200 это железно. Но малька не особо. Но он там есть и на дальней стенке, там и на передней здесь вот рядышком. Но это не 200 штук. Если штук 50 есть, то это так хорошо. Я сегодня, кстати, их уже покормил утром солоноводной коловраткой, потому что, смотрю, они начали все плавать. Вот. Ну а в соседнем нерестовике тоже есть малек. Но он какой-то не очень такой активный. Вот на стеночке еще один висит, даже не плавают все. Вон в уголку там есть плавают. Ну там есть вдали там пару штук есть. Но здесь совсем как-то не очень хорошо. Вот в этом более так, извините, такое стекло грязное. Здесь более лучший результат. Скажем так, рыбка лучше идет на контакт. Я их тоже покормлю. Но хочу вам сказать, что вот вы помните, в прошлый раз я вам показывал нерест красных Данио. Там вообще как-то было не очень. Ну, здесь хотя бы хоть полсотни есть, и то более интересно. Вот такой результат. Кстати, здесь вон вижу, начинает развиваться инфузория на дне, прямо видно так скопление. Нужно срочно ставить фильтр хороший, запущенный, и пускай он с ней справляется. Не буду добавлять никакой химии сюда. Пытаемся вырастить рыбку без химии. Хочу также сказать, особенно это касается молодых разводчиков, да, не переживайте. Бывают такие случаи, когда не очень хорошие получаются нересты. Но это, я же говорю, это зависит во многом от погодных условий, да. Рыбка очень хорошо чувствует там перепады давления и так дальше, и так дальше. Кормление, соответственно. Поэтому это все путем экспериментов улучшается, рыбка нерестится и хорошо разводится. Но наши производители по-прежнему находятся в общем аквариуме. Я постараюсь их покормить чуть-чуть так поскромнее. Больше буду давать живого корма. И через какое-то время мы их опять отсадим. Отберем здесь таких самых симпатичных, самых красивых. И будем их нерестить. Поставьте этому видео лайк, кому понравилось. Смотрите видео, которые появились на экране. Я ставлю все 3 видео. Это о разведении Данио Глафиш. Кому интересно, посмотрите. Возможно, там что-то вы узнаете нового для себя. И до встречи на канале Разводня как хобби. Пока-пока, друзья.